Приветствую всех! Вы находитесь на канале ArtBuild Channel. И сегодня мы будем срезать и заменять на Oukitel K6000 Pro тачскрин. Тачскрин был куплен в Китае и будет меняться только он. Телефон работает и полностью в исправном состоянии. У него просто разбит тачскрин. Сейчас я его разберу и продолжим. Итак, все внутренности сняты. Дисплейный модуль с рамкой лежит на сепараторе. Если вы не знаете, как разбирать этот телефон, а также если вы нацелены менять себе тачскрин, советую вам посмотреть эти видео. Две ссылки сейчас появятся вверху и будут в описании. Обязательно посмотрите, чтобы вы не накосячили, как первый раз я. Если вы нацелены менять только тачскрин на своем телефоне, оставайтесь смотреть до конца. Так, телефон прогрелся, берем медиатор и поддеваем, аккуратно проводя только по краям экрана, и снимаем его. Дисплейный модуль снялся легко. Он у меня был приклеен на клей B7000, и как видите, после нагрева он снялся без проблем. Дальше приступаем к разделению дисплейного модуля. К самому интересному. Добавим немного температуры, кладем, чтобы он еще прогрелся. Далее берем вот такую проволоку для разделения дисплейных модулей. Куплена она тоже в Китае, ссылку на нее и на все инструменты я оставлю в описании. Включаем вакуум, он присасывает нижнюю часть дисплея, тем самым удерживает модуль и не позволяет подняться ему. Аккуратно вставляем нить с небольшим усилием и протягиваем вправо-влево, не спеша, чтобы нитка не рвалась. Также вы сможете сделать с помощью фена. Как сделать, я уже говорил, ссылка в описании. Так выглядит срезанный дисплей. А так вот выглядит тачскрин отдельно. Дальше клей. Не понимаю, чего он так легко сладит. Может, из-за нагрева? Давайте попробуем его снимать так. Ложим на сепаратор, и он просто пальцем дальше комкуется. Не надавливая на дисплей, стираем клей. Только обязательно не нажимайте сильно пальцем, иначе дисплей лопнет. А вообще, с чего клей так легко снялся, я не знаю. Может, такое качество, а может, нагрев. Для снятия этого клея я купил себе вот такой баллончик для удаления этикеток и следов скотча. По-другому называется еще Label Off. На дисплее еще надо стереть лишние остатки клея. Лить на него из баллона жидкость для снятия нельзя, иначе вы зальете подсветку. Просто брызгаем на ватный диск и вытираем. Остатки клея, как и сам клей, эта штука стирает отлично. Клей становится жидкостью и все легко оттирается. После наносим на ватный диск спирт и уже вытираем эту жидкость с дисплея. Итак, наш дисплей очищен, пора его проверить. Заодно и проверим новый тачскрин, чтобы он действительно работал. Закрепляем их вместе. Склеим скотчем, чтобы дисплей не отвалился. Ставим основную плату и другое и включаемся. Отлично! Как видите, дисплей включился. Он целый, нет никаких повреждений. Тачскрин, по-моему, тоже работает исправно. Стоит пароль. Ночь на дворе, не могу ничего сделать, чтобы для вас его разблокировать. Еще проверим нижние кнопки, и они тоже работают. Отлично! Думаю, лайк от вас я уже заработал. Вам не тяжело, а мне приятно. Если вы проделали все то же самое,
То есть мы имеем целый дисплей и новый тачскрин. Советую вам дальше остановиться. Дальше просто берите очищенную рамку, вклеиваете в нее на двухсторонний скотч дисплей, центрируете и прижимаете его. Дальше по контуру рамки вклеиваете либо скотчем, либо клеем тачскрин. И так вы получите не дисплейный модуль, а дисплей с тачскрином. Правда, с прослойкой, и углы обзора станут меньше, но зато вы получите постоянно снимающийся тачскрин. И в случае повторного повреждения купите его новый и с легкостью поменяете. Так делают многие ремонтники. Но мы же будем склеивать тачскрин с дисплеем и делать новый модуль. Оставайтесь, и я вам расскажу о сложностях при склейке дисплейного модуля. Для склеивания вам понадобится очистить рамку от клея и скотча, целый и чистый дисплей, новый тачскрин и ультрафиолетовый клей Loka. Я пользуюсь клеем модели TP 2500. Сам клей очень жидкий, и при нанесении его на дисплей он затечет в подсветку. Поэтому нам надо избавиться от отверстий. Пока я заклеиваю тем, чем есть. Знаю, что надо заклеить, но не знаю чем. В данном случае я заклеил двухсторонним скотчем, и это первая ошибка, он мне не помог. Заинтересовал? Ну смотри дальше, что же в итоге будет с дисплеем. Дальше ложим дисплей и поправляем его. И естественно, перед нанесением клея должно быть все вытерто, обезжирено и без пыли. Честно говоря, клею дисплейный модуль третий раз в жизни, поэтому естественно еще пока будут косяки. Но в итоге мы добьемся стопроцентного результата. И чтобы это увидеть, не забудьте подписаться на мой канал. Ладно, наносим клей, даем ему немного растечься. Желательно, чтобы он не стекал за края. Далее снимаем пленку с тачскрина, вставляем шлейф и приставляем. Очень аккуратно. С одной стороны центрируем и придерживаем края, а со второй стороны пинцетом. А вообще лучше цыганской иголкой и не спеша опускаем второй край. Ни в коем случае нельзя опускать пальцем, иначе будет очень много пузырей, которые вы не уберете. Это уже проверено. После того, как клей прикоснулся, можно отпускать пинцет, и клей начнет растекаться. Что же, клей растекся в этот раз плохо. У нас очень много пузырей. Если у вас получилось так же, то не вздумайте разъединять модуль. Пузырей станет намного больше. Не расстраивайтесь, они все уберутся. Просто надо больше потратить времени. Просто выдавливаем воздух пальцем. Вот этим сейчас мы и займемся. Итак, вот внутри все пузыри убраны. Дисплей зажат прищепками в рамке. Дальше берем ультрафиолетовую лампу и вставляем внутрь наш модуль с рамкой. Греем около 70 минут, после этого достаем его. Очень аккуратными движениями вынимаем наш дисплейный модуль и обязательно так, чтобы модуль не расслоился. Примерно вот так. Видите, все нормально. Пузырей нет. Берем еще немножко спиртом, вытираем лишний клей, который нам не нужен, и ложим обратно. Клей как бы высыхает через минут 10, но я ложу еще на минут 20-30, чтобы он точно весь кристаллизовался. А клей с рамки просто отмываем под горячей водой, губкой с мылом. Итак, прошло около 30 минут, достаем наш новый модуль. Как видите, клей уже везде засох. Снизу еще раз вытираем весь оставшийся клей и будем уже проверять его. Подсоединяем основную плату, подсоединяем шлейфы и ставим батарейку. И момент истины. Отлично, он включился. Да, круто, работает. Но, смотрите, вот видите, все-таки у нас подсветка залилась. Следовательно, двухсторонний скотч с этой задачей не справился. Чистим дисплей от всего оставшегося клея. Также протираем углы и чистим шлейфы. Но расстраиваться сильно не будем.
а будем приклеивать так дальше. Если у вас есть мнение, какой скотч использовать, обязательно пишите в комментариях. Я их все читаю. Вот и дисплей полностью очищен, рамка тоже. Дальше мы, как обычно, наносим клей на рамку. Клею я клеем B7000. Двухсторонний скотч нормальный еще не встречал. Вставляем новый модуль в рамку. После того, как его прижали, протираем лишний клей, который вышел по краям спиртом, и зажимаем прищепками. Минимум на полчаса, а полное высыхание клея через 24 часа. Итак, настало утро, клей уже полностью схватился. Что же, половину телефона мы собрали, дальше не могу собрать, так как лопнул коннектор шлейфа. Но вам включу и покажу, как залита у нас подсветка. Как видно, клей протек в подсветку сверху. Вот именно поэтому вам и не стоит делать так. А если все-таки хотите делать, то дождитесь момента, когда я стану делать это идеально. И расскажу вам все особенности. А для этого вы можете подписаться на мой канал. Еще для вас сниму пленку. А вот под пленкой я увидел один маленький пузырек. Все-таки я его не выгнал. Он просто под пленкой был не виден. А так видите, дисплей полностью склеился идеально, как заводской. Жду ваших комментариев по поводу скотча, который защитит от протекания клея в подсветку. А также, если у вас есть на Oukitel K6000 Pro поломанный дисплейный модуль или разорванный шлейф нижней платы, пришлите мне, пожалуйста. Доставку я оплачу. И с вами попробуем перекинуть подсветку на этом телефоне. И если понравилось видео, ставим лайк. Вам не тяжело, а мне приятно. Пока.